Всем привет из Филиппин с острова Панглау. В этом видео детально поговорим про покупку квартиры на Филиппинах и посмотрим, какие будут плюсы и минусы. Тут, на острове Панглау, сейчас проходит продажа квартир, что называется, на этапе котлована у застройщика Primary Homes. В этом году тут они уже заканчивают строительство первого проекта, который состоит из 3 башен, и приступают к строительству второго проекта, который будет состоять из 5 башен. Мне стало интересно детальнее взглянуть на покупку кондо, поэтому я решил встретиться с представителями застройщика, чтобы взглянуть на шоурум и помучить их своими вопросами. Представляю вашему вниманию проект Royal Ocean Crest Panglao 2. Он состоит из 5 зданий. В настоящий момент мы продаем квартиры в здании B. Квартиры в здании А уже на 99% распроданы. Не продано осталось всего несколько квартир. По плану здание будет введено в эксплуатацию через 40 месяцев. Сейчас проходит этап предварительной продажи квартир. На территории будет много удобств. Там будет амфитеатр, будет зал для мероприятий, где вы сможете проводить свои мероприятия. Там будет тренажерный зал и бассейн. Еще там будет парк, пруд, велодорожка и детская площадка для скалолазания. А море с этой стороны, да? Да. А с той стороны солнце садится. Да, все верно. С этой стороны можно увидеть закат. А у комплекса есть выход на пляж? Обе эти дороги с обеих сторон комплекса ведут на пляж. Вы сейчас продаете только это здание. Да, все верно. Продажа квартир в этих 3 зданиях пока не открыта. Пока нет продаж. Да, пока что нет продаж. На территории будет только один бассейн. Да, будет один большой бассейн. Один бассейн на все 5 зданий. Да, сэр, все верно. Это пример квартиры площадью 30 квадратных метров с балконом. Квартира будет полностью с отделкой на момент ввода в эксплуатацию. Это пример вашего идеального интерьера. И вся мебель тоже будет как тут? Нет, квартира будет с отделкой, но без мебели. Всю мебель и технику вам придется докупать самостоятельно, в зависимости от ваших предпочтений. Вы можете использовать этот дизайн в качестве примера. То есть квартира будет пустой. Да, все верно. Будет только это и вот это. Я покажу, как будет выглядеть квартира после сдачи в эксплуатацию в следующем помещении. Окей, я понял. Это просто пример. Да, это идеальная квартира для сдачи в аренду посуточно через Airbnb. Если вы хотите заниматься посуточной арендой через Airbnb, это отличная инвестиция. Вот так будет выглядеть ваш балкон. Площадь балкона около 2 квадратных метров. Значит, балкон будет выглядеть так. Если это будет угловая квартира, смогу я увидеть закатную часть и море? Да, все верно. У вас будет как вид на море, так и вид на закатную часть. В угловых квартирах есть дополнительное окно, в которое будет видно море. Если, конечно, вы предпочтете выбрать угловую квартиру. Пойдемте, я покажу, как будет выглядеть квартира после сдачи дома в эксплуатацию. В вашей квартире будет умный замок. Поменять код можно будет в приложении на телефоне. Тут ванная комната. А тут будет ваша кухня. Тут уже есть шкафчик. Вы сами можете решить, оставлять разделительную стену вот здесь или нет, которая отделяет вашу спальню. То есть я сам буду решать, будет тут вот эта стена или нет, как в предыдущем примере. Да, все верно. Если хотите, мы уберем эту стену еще до сдачи квартиры в эксплуатацию. Еще вопрос. Я терпеть не могу такие кондиционеры. Что, если я хочу поставить сплит-систему? Могу ли я убрать такой кондиционер и установить нормальный? Да, это возможно. Здесь, с этой стороны, есть специальная панель. Если вы хотите установить сплит-систему, то вот эту дырку можно убрать и установить инверторный кондиционер вот тут. Наружный модуль сплит-системы будет установлен вот тут на специальной панели.
Там для этого есть специальная панель. Посмотрите вон туда. Вон там, кроме вашего балкона, есть и специальная панель. Это место, где будет установлен внешний модуль сплит-системы. Сколько будут ежемесячные сборы на содержание квартиры? Ежемесячные сборы составят от 80 до 100 песо за квадратный метр. То есть от 2400 до 3000 песо. Да, все верно. Ежемесячные сборы за обслуживание составят примерно 2400 песо. Цена уже включает все расходы на оформление, все бумаги, работу юриста и прочее. Да, все уже включено. Не будет потом скрытых платежей. Вся бумажная работа уже включена в итоговую цену продажи. Какую скидку дадите? Если оплатите всю сумму за неделю, то мы сделаем вам скидку в 6%. Если оплатите всю сумму в течение 1 месяца, то сделаем вам скидочку в размере 5%. Вы сейчас продаете второе здание, а оставшиеся 3 будут строиться позже? Или все здания будут строиться одновременно? Да, все верно, здания будут строиться одновременно. Единственное, здания будут вводиться в эксплуатацию с разницей в 4 месяца. Всего 4 месяца. Я спрашиваю, потому что, купив квартиру, я не захочу потом еще 5 лет жить на стройке. А что насчет первого проекта? Он почти весь распродан уже, сэр. А сколько там зданий? Там всего 3 здания. Мы, кстати, можем прокатиться и взглянуть на первый проект Royal Ocean Crest Panglao. Его сдача в эксплуатацию будет уже в этом году. Его видно даже отсюда. Да, давайте прокатимся и посмотрим. В первом комплексе точно не осталось квартир на продажу? Да, в первом комплексе уже не осталось квартир на продажу, поэтому мы предлагаем квартиры во втором комплексе. Не знаю, видно отсюда, нет. Вот 2 башни первого проекта, они уже готовы, и 3-ю они заканчивают в этом году. Вон, я слышу, их стройка кипит. Многие предпочитают останавливаться в кондоминиуме, а не в отеле. Поэтому посуточная аренда через Airbnb тут будет выгодным бизнесом. Вы сможете сдавать свое кондо от 3000 до 4000 песо в сутки. За сутки? Да, за сутки. И загрузка будет примерно 70-80% в месяц. Вы сразу увидите выгоду в цифрах. Именно поэтому у нас много инвесторов. Вот тут он сказал, что цена посуточной аренды такой квартиры через Airbnb будет стоить примерно 3000 песо с ежемесячной загрузкой в 70-80%. При загрузке в 70% и цене пусть будет даже 2500, получается, что с посуточной аренды такой квартиры в месяц можно будет зарабатывать 52 тысячи песо. Отнимем от этой цифры 20% на зарплату тому, кто будет заниматься ротацией и уборкой, и уже останется 41 600 песо. Минус 10 тысяч уйдут на счета. Итого получаем 31 600 песо. Думаю, от этой цифры нужно еще отнять 5% на амортизацию. Это мелкий ремонт, замена постельного белья и всякое такое. И получим, что чистыми эта кондо может приносить 30 тысяч песо в месяц. Это окупаемость в 10 лет. С одной стороны, цифры вполне реальные. Посуточная аренда кондо через Airbnb так и стоит. А на острове просто огромный поток туристов, которые приезжают сюда всего на несколько дней. Ну а с другой стороны, после сдачи объекта в эксплуатацию у вас резко появится 1200 новых конкурентов. А много иностранцев покупает кондо? Да, много. Но ведь иностранцы могут купить только 40% от общего числа квартир в здании. Да, это что касается кондоминиума. Иностранец не может купить землю и дом. Да, я про кондоминиум и спрашиваю. Да, так и есть. У меня есть клиент из Сингапура, который приехал сюда и купил сразу 2 квартиры и попросил объединить их в одну. Можно объединить 2 квартиры в одну? Да, так тоже можно. Но кондоминиум — это корпорация, и иностранцам может принадлежать только 40% корпорации, верно? То есть 60% от всех квартир должны выкупить филиппинцы. Все верно, их должны купить местные. И что, много местных хотят купить квартиру тут? Да, особенно много среди тех, кто работает из дома на фрилансе. И ты уверен, что выкупят все квартиры? Да, уверен. Первый проект был распродан в течение года, все 3 здания.
Даже во время ковида? Да, даже тогда, потому что в тот год цены на квартиры были очень низкие. В тот год цены на квартиры начинались от 2 миллионов 900 тысяч песо. А какая форма собственности тут будет? Я выяснил, что для иностранцев бывает две формы собственности. Бывает контракт на 50 лет, а бывает бессрочное право собственности. А тут какой вид собственности? Когда я умру, квартиры смогут платить мои дети? Да, конечно, вы можете указать имена ваших детей прямо в контракте. Вот посмотрите, это строительная площадка комплекса Royal Ocean Crest Panglao 2. Это строительная площадка второго проекта. Они уже начали строительство? Да, они уже начали строительство. Как вы можете видеть, тут уже офисы и домики для рабочих. Пляж тут намного лучше, чем у первого комплекса. Ты сказал, что право собственности будет полным и бессрочным. Да, но так как это корпорация, то ваша доля в корпорации будет сроком на 50 лет с правом продления после. Это будет зависеть от того, решили ли вы, все жильцы комплекса, продлять ваш контракт с корпорацией или нет. Потому что вы будете являться частью корпорации. Все жильцы будут голосовать, продлять ли контракт с корпорацией или нет. А что будет, если жильцы решат не продлять контракт с корпорацией? Если в результате голосования жильцы решат не продлять контракт с корпорацией, то управление комплексом перейдет к сообществу жильцов. То есть корпорация больше не будет заниматься обслуживанием и ремонтом комплекса. И всем этим будете заниматься вы, жильцы. Например, жильцы будут сами решать, в какой цвет перекрасить стены снаружи и всякое такое. Объясни еще раз. То есть, если я купил квартиру и живу в ней 50 лет, может, я умру в течение 50 лет и хочу, чтобы после меня мои дети там жили. Да, сэр. После покупки квартиры все ваши дети указываются в контракте. А что, если сейчас у меня нет детей? Может, будут потом, я пока не знаю. Конечно, сэр. Так как контракт на ваше имя, и ваш ребенок унаследует ваше имя, то есть у него в свидетельстве о рождении будет написано, что именно вы его отец, то после вашей кончины у ваших детей будет право унаследовать квартиру. Также вы можете оставить завещание, кому именно вы хотите завещать квартиру. Но никто не сможет забрать вашу квартиру без вашего желания, если вы уже полностью ее выплатили. Это высокое здание. Как оно защищено от тайфунов, землетрясений и всякого такого? Ну, вообще-то, это здание среднего размера. Что это значит? Но это не та высотка, о которых вы говорите. Высокие комплексы состоят от 20 до 50 этажей. Тут же всего 15 этажей. Да, тут всего 15 этажей, и при строительстве учитываются стихийные бедствия. Ну, вы знаете, в Азии много тайфунов. И землетрясений. И землетрясений тоже, поэтому структура здания учитывает все стихийные бедствия. Застройщик достаточно хорошо известен своим качеством. В 2020 году был сильный тайфун Одетта. Да, но у нас не было никаких повреждений, ничего такого не было. После того стихийного бедствия в 2020 году, тут на острове Бохол среди всех зданий этого застройщика не было никаких повреждений. Крышу не оторвало ветром, ничего такого. Вот почему квартиры у этого застройщика раскупаются очень быстро. Потому что среди местных людей этот застройщик ценится за его качество по сравнению с другими застройщиками, у которых вечно полно проблем.
А что насчет парковочного места? Парковочное место не включено в стоимость квартиры? В настоящий момент парковочные места не продаются, но на территории комплекса будет общественная парковка для всех, и отдельно можно будет арендовать личное парковочное место. Ну то есть у комплекса будет общественная парковка, где можно припарковать мотобайк или велосипед. Да, все верно. Это же бесплатно, да? Да, для всех жильцов общественная парковка будет бесплатной. Те, кому нужно отдельное парковочное место, смогут его арендовать. Так а вы-то кто такие? Чем докажете, что вы не просто пацаны из интернета и что вам можно доверять? Хорошо, что вы спросили, потому что я взял с собой свою лицензию. Смотри мне, я заснял твое лицо. Это хорошо. Вы брокеры? Кто вы вообще такие? Who are you guys? Мы аккредитованные менеджеры по продажам у этого застройщика. Я, кстати, был награжден почетным званием лучшего продавца у этого застройщика в прошлом году. А как давно ты уже работаешь? Я уже 3 года работаю с недвижимостью. Вот мой сертификат о том, что я аккредитованный менеджер по продажам. А вы работаете только с этим застройщиком или с другими тоже? Нет, я работаю со всеми застройщиками. С Касамира и с Palms чего-то там тоже? Palms something. Да, South Palms, и с ними тоже. Я не взял с собой свой сертификат, но у меня есть его фото. Окей, хорошо. Насколько я знаю, сейчас на Панглау 3 застройщика, которые строят кондоминиумы. Этот застройщик Primary Homes, потом Касамира и South Palms. South Palms. Если вы работаете с другими застройщиками тоже, то кого из этих 3 ты бы рекомендовал? Какой лучше? Среди всех этих застройщиков я бы рекомендовал именно этого застройщика, потому что он базируется тут, на острове Бахол, уже с 2011 года. 2011. Они достаточно известны тут на Бахоле, и у них действительно хороший бэкграунд. Касамира тоже хороший застройщик, но квартиру придется ждать 5 лет. Их комплекс будет введен в эксплуатацию только через 5 лет. Ты уже видел, где они находятся? Пока нет, планирую съездить туда завтра. Если хочешь, я могу тебе все там показать, чтобы ты сравнил, какое расположение лучше. Этот вопрос про документы, которые нужны будут для оформления, я уже задавал Джошуа на Фейсбуке. Я иностранец, у меня нет ТИН-номера, нет прочих документов, необходимых для оформления. Я не плачу тут по счетам. Как можно решить эту проблему? Ну, мы сможем использовать выписки и чеки из твоей страны. Я не плачу никакие счета. Ничего страшного, сэр. А зачем вам это надо? Это нужно только для заполнения формы заявки и подачи документов. Так а как быть с каким-то там номером ТИН? Это не проблема, сэр, мы поможем вам сделать этот номер. У нас есть свой человек, нужны лишь будут копии вашего ID. И как долго это займет? Это займет всего неделю. Но вовсе эти документы не нужны для того, чтобы зарезервировать квартиру. Будет достаточно времени до момента сдачи квартиры в эксплуатацию, чтобы собрать все необходимые документы. Основные требования, которые необходимо указать сразу, это информация о покупателе. Вот тут нужно указать, вы женаты или нет. И если женаты, то нужно указать данные супруга. А также нужны копии 2 действующих ID. Если нет 2 действующих ID, то паспорт тоже подойдет. Жизнь непредсказуема. Скажи, что будет, если мы сейчас купим квартиру на этапе котлована, а потом с застройщиком что-нибудь случится? Мы вам можем гарантировать, что этот застройщик стабильный. Они не только строят дома и здания, они также являются подрядчиком. Мы сами производим наши материалы. У нас много партнеров и много активных проектов. Мы на рынке уже больше 30 лет.
31 years. Застройщик Primary Homes уже больше 30 лет на рынке? Yes. Да, именно Yes. так. Еще я бы хотел узнать, а есть ли тут на Панглау сервис, который бы занимался посуточной арендой квартиры через Airbnb вместо меня? Да, у нас есть такой сервис, чтобы самому всем этим не заниматься. Да, мы также оказываем услуги по сдаче квартир в аренду. Вы могли бы этим заняться, да? И какая обычно комиссия? 20%? 25%? Это зависит от срока, на который вы сдаете свою квартиру. Обычно, если это годовой контракт, то агенту придется заплатить 1 месяц арендной платы. For a whole year, the 1 month term is for the agent. А что насчет посуточной аренды через Airbnb? Какая там будет комиссия? Обычно примерно от 20 до 30%. А уборка после гостей будет входить в эту комиссию? Или это только за объявление? Это только за сдачу квартиры в аренду. Уборка сюда не входит. Но если нужна уборка, у нас тоже есть контакты. Этот комплекс будет строиться около 3 лет. К гадалке не ходи, что после сдачи объекта в эксплуатацию цена юнита подрастет минимум на 1 миллион. Если, конечно, по славной филиппинской традиции за 3 года ничего не случится. В туристических местах, таких как тут, кондо не особо распространены. Большой рынок кондо в городах-муравейниках типа Манилы, Сибу. Там можно найти много вариантов как от застройщика, так и на вторичном рынке. Но, если честно, там бы я жить не хотел. Какие плюсы от покупки кондо? Первый и очевидный плюс, что вы, как иностранец, покупаете кондо на свое имя и будете полноправно им владеть. По закону Филиппин иностранцам может принадлежать 40% корпораций, а оставшиеся 60% должны принадлежать филиппинцам. Так как кондо – это корпорация, значит 40% юнитов могут выкупить иностранцы. Вы будете не только владеть своей квартирой, но также будете владеть частичкой корпорации. У вас будет право голоса на важных собраниях и так далее. Второй плюс – это удобство. На территории комплекса будет бассейн, тренажерный зал, зал для конференций, парк, беговая дорожка, рестораны, магазины, доступ на пляж, а на крыше будет смотровая площадка с восхитительным видом на весь остров. Сиди себе, встречай закат с бокалом вина, любуйся видом на море и ни о чем думать не нужно. С территории комплекса можно даже не выходить. Третий плюс – это абсолютная безопасность. Комплекс будет огорожен стеной по периметру и будет находиться под круглосуточной охраной. Никто посторонний не сможет зайти на территорию. Еще один плюс, который я могу выделить, это то, что покупка кондо в некоторых случаях облегчает получение резидентской визы на Филиппинах. Об этом подробнее смотрите в моем ролике про визы. Плюсы, как мне кажется, на этом заканчиваются. А теперь про минусы. Первый минус – это размер. Все кондо очень маленькие. Конкретно эта квартира, которую я смотрел, всего 30 квадратов. Но за эти деньги можно построить большой дом. Следующий минус – это куча соседей. В здании будет 18 квартир на этаже, 252 квартиры на все здание и 1260 квартир на весь комплекс из 5 зданий. Третий минус – это ограничения. Вроде и владеем своей недвижимостью, но тем не менее в здании действует куча ограничений. Животных заводить нельзя, курить в квартире нельзя, для этого в здании будут предусмотрены специальные места для курения. Шуметь после 9 вечера нельзя, на газу готовить нельзя. Четвертый минус – это большие счета. Ежемесячное обслуживание кондо, которое я смотрел, будет обходиться от 80 до 100 песо за 1 квадратный метр. То есть за квартиру в 30 квадратов помимо основных счетов придется доплачивать от 2300 до 3000 песо в месяц. В некоторых кондо, например в BGC или Макати, эта цифра может доходить до 200 песо за 1 квадратный метр. В квартире будет всего одно окно, а значит вы часто будете пользоваться кондиционером. А так как нельзя готовить на газу, то готовить вам придется на электрической комфорке. То есть счета за электричество явно будут большие. Интернет тоже придется проводить свой, и цена проводного интернета будет примерно 1500 песо в месяц. Получается, что счета будут примерно следующие. 3000 за обслуживание, около 5000 за электричество, 1500 за интернет и примерно 300 песо за воду. Итого примерно 9800 песо нужно будет платить ежемесячно по счетам. Я в Думагете за 10 тысяч песо снимаю квартиру, которая в 2 раза больше, и все счета у меня уже включены в эту стоимость. Ну вот, и какой тогда смысл в покупке кондо для того, чтобы самому в нем жить, если только за счета придется платить столько же, сколько я плачу за аренду комнаты?
А вы что думаете про покупку квартиры на Филиппинах? Дайте знать в комментариях. Спасибо, что посмотрели это видео. Пожалуйста, поддержите его своим лайком, комментарием и подпиской на канал. Всем спасибо и всем мира. При средней ежемесячной загрузке в 70% и... Цене, что там, блядь? Сидись. Да, блин, что вот ты делаешь, а? По закону Филиппин 40% корпораций могут... Да, блядь, заново.